В этом видео вы узнаете один быстрый способ, как же понять, пора ли вам расставаться с вашим мужчиной. Ведь иногда так сложно принять это решение, правда? Итак, если вы уже сомневаетесь и думаете о том, нужно ли вам расставаться с ним или нет, то действительно вам важно определиться. Долго находиться в неизвестности в отношениях не очень хорошо, согласитесь. Во-первых, это стресс, это постоянные сомнения, мысли, подозрения, что, может быть, я делаю что-то не так, самоедство. В общем, это все не самое лучшее. Я бы вам желала спокойствия, хороших гармоничных отношений. Для этого нужно разобраться с тем, что у вас есть сейчас. Итак, сперва давайте поговорим о том, что идеальных отношений не бывает. И если ваш мужчина сегодня вам чем-то не подходит, может быть, у него есть какие-то черты характера, с которыми вы никак не можете согласиться, да, то важно понимать, что любой следующий мужчина также будет иметь своих тараканов и какие-то трудности. Все равно в вашем контакте будут разные шершавые моменты, где вам нужно будет как-то притираться. То есть идеала не будет никогда. Это очень важно понимать. Я рекомендую вам взять листик с ручкой, домашнее задание, если вы в данный момент находитесь в таких сомнениях. Разделить листик линией на два столбца и выписать все «за» и «против» того, чтобы продолжать отношения. Все плюсы, точнее, и минусы, да, ваших текущих отношений. Не мужчины отдельно, не разбирать его как личность, потому что он как личность может иметь огромное количество плюсов, которые вам в отношениях никакой погоды не делают. Да? Я предлагаю вам посмотреть на вашего партнера через фокус ваших отношений. То есть, например, он заботливый сам по себе, в принципе заботливый человек, он заботится обо всех вокруг и также заботится обо мне, и это огромный плюс, потому что благодаря его заботе я часто чувствую, что вот такие гармоничные отношения хочу иметь всегда. Вот эта вот часть, да, его заботы, это та часть, которую я хочу всегда иметь в отношениях с мужчинами. И тогда вы в колонку плюсов, преимуществ пишете «забота». Например, он пьет пиво по вечерам у телевизора всегда, это его хобби. И вы ничего с этим не сделаете. Единственное, что вы могли бы сделать, и, может быть, предпринимали уже, это попробовать увлечь его чем-то другим, что будет интересно одинаково и вам, и ему. Но это не всегда срабатывает, и согласитесь, человек живет все-таки ради себя изначально и имеет право принять решение и делать, да, вот так, пить пиво по вечерам у телевизора. Он имеет на это право. Может быть, просто вам тогда не по пути. Так вот, если вдруг у вас есть такой минус, вы пишете: пьет пиво по вечерам у телевизора, и мне так не хочется. Я бы хотела, чтобы было по-другому. Почему, самое главное, да? Вот подумайте, если у вас есть как раз-таки такой мужчина в отношениях с вами, почему именно это вам не нравится? Просто я от своих клиентов частенько слышу такой пример, что муж ничем не интересуется, не развивается, он просто лежит на диване все свободное время и либо вдупляет в телевизор, либо там читает какие-то новости, что-то, он не развивается. И тогда я спрашиваю свою клиентку: почему тебе важно, чтобы он развивался? Она мне что-то отвечает, а я ее дальше возвращаю в самую суть. Нет, вот смотри, если бы он развивался, что конкретно у тебя бы изменилось? И обычно она отвечает мне: тогда я бы больше его любила, то есть, я бы чувствовала больше к нему симпатии, притяжения, меня бы больше влекло к нему. И я тогда ей говорю: а может быть, ты просто не разрешаешь себе развиваться в том количестве, в котором ты сама хочешь? Я немножко сейчас ушла от основной темы, очень глубоко зашла в пример, поэтому возвращаюсь. Итак, допустим, в колонку с минусами, с недостатками вы бы написали вот такой пример. И главное, как это именно вам, да? Почему именно это вам в отношениях минус. С примером с клиенткой она бы написала: меня меньше к нему влечет из-за того, что я вижу, что он лентяйничает. Вот так, с ее точки зрения, она это оценивает как некое такое лентяйничество. Когда вы выпишете все плюсы и минусы,
Вы просто сможете, как бухгалтер, свести приход с расходом и посмотреть, чего же в ваших отношениях больше, плюсов или минусов. Если смотреть просто математически, вот так рационально на ваши отношения, то, конечно, здесь дальше простая логика. Если плюсов больше, давайте как-то адаптировать минусы, как-то к ним адаптироваться сами, как-то чинить какие-то пробоины и спасать тонущий корабль. Это реально. Если минусов больше, то надо подумать, а стоит ли? Может быть, действительно, если бы вы были сейчас свободны, то вы бы встретили мужчину более подходящего вам, и с которым вы были бы больше счастливы, чувствовали себя побольше счастливой. Но мы не можем в отношениях быть всегда только вот так рациональны, хотя долю рационализма я бы рекомендовала всегда оставлять. Здесь очень важно после того, как вы взвесите все плюсы и минусы, остаться одной в тишине, может быть, выключить свет и включить свечку, сделать какое-то такое интимное пространство, закрыть глаза. И вот как люди сидят, когда в медитации, да, они останавливают свой мыслительный процесс, постараться вот в таком медитативном состоянии просто почувствовать, что вас останавливает от того, чтобы уйти, и что вас подталкивает к тому, чтобы все-таки продолжать находиться в отношениях. Почувствовать, что вы чувствуете вот где-то в области груди, как оно вам. Если вы почувствуете, что вы очень любите этого человека, и просто вам действительно сложно от него оторваться, то, возможно, это все-таки не завершившийся цикл любви, и вам стоит дожить с ним какое-то время. И именно вот в этих моментах трудностей, несогласия, непринятия чего-то вы как личность развиваетесь и растете, и ваши какие-то трудности личностные, они прорабатываются в этот момент. Возможно, ваш процесс вашего партнерства еще не завершен. Или в этой медитации такой вы почувствуете, что да, он у вас в печенках уже давно сидит и надоело вам до жути, но вам просто страшно, что если вы уйдете от него, то вы больше никому не будете нужны. Может быть, у вас уже возраст, который считается в обществе трудным для того, чтобы завести новые отношения. Может быть, у вас есть дети, которых часто называют мужчины прицепами у женщины. Да? То есть есть какой-то страх. И вот из-за страха оставаться в отношениях я бы не рекомендовала. То есть если вы чувствуете, что вы уже не любите этого человека, но вам просто страшно, я бы рекомендовала работать со страхом, освобождаться от него, потому что страх — это очень плохо. Он не пускает нас куда-то, где нам могло бы быть хорошо. И когда люди прорабатывают свой страх и становятся свободны в выборе действий, как правило, они имеют очень много шансов сделать свою жизнь качественно лучше и быть счастливыми. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал. Канал мой про отношения, и здесь все видео вокруг этой темы. Если вам было интересно и у вас, возможно, возникли дальше какие-то вопросы или комментарии, не стесняйтесь, пишите их внизу. Я всегда читаю ваши комментарии и отвечаю на ваши вопросы. До новых встреч!